Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар, и сегодня у нас с вами очередная серия по игре DR Survival. Сегодня попытаемся пройти очень один интересный квест. Я не знаю, он секретный или не секретный, а может быть и простой, кто знает, но я наткнулся на него случайно. Когда, получается, исследовал всю карту бывшего Советского Союза. В данный момент на карте, которая у нас с вами имеется. В итоге получается, нашел автоколонну на юге одну, потом нашел на востоке 2 автоколонны у нас, потом нашел на западе одну и на севере, получается, тоже 2 нашел автоколонны. И когда уже спустился ближе к Москве, я нашел заброшенную какой-то институт или лабораторию, как называется, и с помощью проб и ошибок мы с вами, грубо говоря, взломали там код, который на данный момент нам позволил заполучить те или иные ресурсы. Сегодня как раз мы попытаемся еще раз повторить. Если не ошибаюсь, она повторяется через каждые 30 игровых дней. Сегодня у нас с вами уже 14 октября, хотя я проходил данный сюжет 3 июня. Видимо, я думаю, уже давно должно было все обновиться. Так что давайте приступим. Останавливаться не будем. Ну да, наш, получается, город ездить не может, поэтому мы включаем непосредственно сверхъестественные силы в виде бубна для того, чтобы реки не замерзли, и направимся непосредственно вниз. К сожалению, я на вертолете мог бы, конечно, быстрее долететь, но проблема заключается в следующем. Нет солярки, закончилась у меня солярка. Слишком много ее потратил на исследование на вертолете. Конечно, вертолет это классная вещь, но очень и очень затратная непосредственно. Ладненько, направляемся, получается, в южную часть. На юге, получается, сейчас мы там пройдем одну автоколонну, потом направимся на восток. На востоке мы сразу сделаем два прохода. И в итоге, получается, уже через железнодорожные пути доберемся до Челябинска. От Челябинска уже дальше поедем на Владикавказ. И оттуда уже, получается, на северные части. И в итоге потом мы сразу доберемся до Москвы. Конечно, это все затратно. Я даже не представляю у тех ребят, у которых таких возможностей, ресурсов нет, тратить. Так, мы правильно же едем? Ой-ой-ой, еще далеко нам туда ехать. Не представляю, сколько потребуется потратить, если у вас нету, например, в данный момент ЗИЛа. Так, у нас, получается, прошли сутки. Мы должны еще воспользоваться, бахнуть. Поехали. На вертолете, конечно, это делается очень быстро, но это очень и очень затратно. Солярки потратил больше, чем, например, я перевозил непосредственно эти же самые а, энергоблоки из Чернобыльской атомной электростанции. Так, доезжаем оттуда. А вот она как раз есть, заросшая автоколонна у нас называется. Как раз к ней мы уже ближе подходим. И в дальнейшем сейчас мы с вами немножко бафы возьмем, так как там у нас имеется 3 различных монстра, которых нам нужно непосредственно ну, не заполучить, а точнее, хотел сказать, залутать, уничтожить. И в итоге, получается, мы непосредственно заполучим те или иные ресурсы, которые находятся здесь. Так, заросшая автоколонна у нас. Приближаемся поближе. Так, что нам нужно в первую очередь сделать? В первую очередь мы сейчас немножко таблеточку. Ты здоров, я понял, да, ты здоров. Так, нам нужно немножко повысить. Повышаем так, запиваем энергетиком, который у нас с вами есть. Также получается, я так думаю, можно тактику, да, мы так и сделаем. Одну съедим. Здесь можно даже увеличить, соответственно, который у нас есть. Так, здесь у нас здоровяк, хороход дальней стрельбы, вертки. Это зависит от того, что мы здесь получим акупунктурный. Раз, два, три мы заполучили. Отличненько. Супер. Здесь мы можем даже всех не бахнет, чтобы нам дали скороход и дальней стрельбы, соответственно. Можно даже воспользоваться пилюлей бессмертия, которая у нас тоже даст возможности. Ну и, по-моему, все. По-моему, да, я все. Все, что можно было, все я взял. И необходимо, по-моему, все. Да. Все, залетаем, получается, непосредственно в эту заросшую автоколонну, принимаем атаку. И здесь у нас следующая картина. Так, оружие, получается, у нас есть
Винтовка есть, пистолет есть, автомат есть, гранатомет тоже мы с вами поставили. Ладно, давайте мы возьмем оружие, которое мы взяли из ивента. Как раз мы его опробуем, посмотрим, что они себя полностью представляют, какие у нас имеются интересные вещи. Так, получается здесь так. Берем этот. И получается еще один, да, у нас остался? Трех. Где наш трех? Вот, гранатомет, мы его возьмем. И так далее. Так, получается, гранатомет можем воспользоваться сразу сходу. Да, мы можем воспользоваться, да, получается. Если мы стреляем здесь, забираем здесь. Если мы стреляем здесь, забираем там. Так, первая пара пошла. Вторую партию мы тоже давай забирать будем. Так, мы забрали. Ага, не смогли, да, добрать. Ну, тогда давай сделаем вот таким образом и доберем, соответственно, который у нас есть. Так, ага, есть. Давайте мы спрячемся за этим укрытием, если у нас, конечно, получится. Liquidation сразу же, моментально. А здесь, конечно, у нас не получилось. Мы получили кровотечение. И здесь получается следующая картина, да, у нас? Картина Айвазовского. Так, я тут вижу. Если мы сделаем вот такими моментами. Так, вот так. Да, вот так более-менее хороший вариант. Мне больше нравится. И в итоге, получается, добиваем. Давайте спрячемся за камнем. Забрали с левой стороны. И сейчас заберем с правой стороны. Ну да, повезло нам, конечно. Так, спускаемся, берем пестик и пистолетом забираем. Первый этап мы закончили. Переходим ко второму этапу. Так, завершить. Здесь обязательно нужно, конечно, с собой взять либо стальные инструменты, либо титановые инструменты. Без них не получится у вас, по крайней мере, вскрыть. К счастью, у нас есть титановые инструменты, которые мы сейчас как раз этим и воспользуемся. Здесь у нас Окулус трупоед. Месть заход 100% дает нам. Снытень древоточец. Ответ на атаку имеется. И ее трупоед атакует по противнику, который начал движение. Соответственно, который здесь мы имеем. Так, получается, соответственно, картина у нас с вами следующая. Здесь мы никуда стрельнуть не можем, но мы можем сделать... Так, сюда, вот сюда. Или вот сюда. Мы этих двоих гавриков забираем. Да, этих двоих гавриков мы сейчас атакуем. Сделаем вот таким образом. Дальше. Так, я даже забыл, что нам нужно дальше сделать. Дальше сталкиваем это. Ага, добить мы не можем. Ясно, пропускаем ход. Так, нам нужно сейчас движение. Нам нужно движение. Нам нужно движение. К сожалению, все находятся не на тех позициях, которых мне бы хотелось бы всех увидеть. Ладно, забираем первого босса. Так, продвигаемся. А почему ты вот таким образом не хочешь пройти, а именно снизу решаешься пройти? Забираем этих, получается, мутанта-зародыши. Они потом в дальнейшем станут головной проблемой у нас. Так, да, забирает его тоже полностью. Арбалетом. Сверху здесь, да, Окулус. Здесь получается сколько? 3000 у нас горение, да, получается, забирается горением. Так, 2 хода 6000 у него он заберет полностью. Ну, давайте, когда его сейчас будем полностью добивать. Раз, добили. И давай сразу же второй раз добиваем. Отлично. Отправили его слишком далеко, чтобы к нам близко не подходил. Ой, чудесно. Просто прекрасно. Вы просто идеально встали туда, куда нужно было встать. Запускаем нашу гранатометную пушку. И в итоге, получается, срабатывает еще горение. И здесь должно наложиться, по крайней мере, определенные бафы. То есть, получается, горение, он умрет уже в следующем ходе. Так что мы на него не тратим время, а сразу же запускаем здесь следующий этап. И можно спокойно даже сделать вот так. Вот так сделаем. Ну, он что-то на нас наложил, но непонятно, что наложил. Так, получается, пистолетом можно забрать? Да, можно забирать пистолетами. Здесь мы забираем зародыши. У тебя 4000 осталось, да?
Ну, давай, когда мы тебе сейчас поправим жизнь, как говорится, чтобы медом не казалось. И в итоге еще одну атаку сделаем. И сейчас будет следующая атака. Все, вопрос закончен. Так, мы решили одну проблему. Вот такие, получается, вы получаете предметы. Среди прочих предметов я нашел в фуре подозрительные документы. И в итоге, получается, в каждом этапе мы будем получать по столько определенных вещей. Забрать груз и изучить документы. Кажется, в документах зашифровано место, откуда был отправлен этот груз. Нужно найти больше таких путевых листов, чтобы понять этот шифр, соответственно, который у нас с вами есть. Так, мы забрали? Забрали. Направляемся в следующий этап. Нам нужно проехать всю южную часть и добраться до Владивостока. Так что здесь проблем никаких нету, просто едем прямо на восток. Добираемся до туда, все так же красиво проходим, соответственно, и в итоге, получается, мы таким образом пройдем непосредственно сам квест. Так, у нас закончился наш эффект. Обратно давайте, нам нужно 20%. И пошли, поехали дальше. Ну что ж, получается, мы добрались непосредственно до пограничного. Здесь у нас находится вторая уже автоколонна заросшая. Сейчас мы в данный момент немного тоже подготовимся к ней. Также, получается, воспользуемся такими возможностями. И также нам нужно здесь немножко, по-видимому, поесть. Похлебку мы должны... А, не похлебку. Да, похлебку нам нужно будет сделать. Обычно простую даже можно, если не ошибаюсь. Да, простую мы делаем. У нас есть облик, который позволит нам непосредственно его видоизменить. Берем закуток кашевара, который от новогоднего ивента у нас имеется, и делаем себе подготовку номер 2 грибного супа, и который мы тоже этим непосредственно воспользуемся. Также у нас здесь есть утка по-пекински, мы его съедаем. Также воспользуемся, получаем пилюли бессмертия, которые у нас есть. Параллельно мы воспользуемся... Где у нас есть таблетка? Да, бриокармом. Ну и здесь получается, сколько у нас? 400, да, у нас? Здесь можно сделать следующим образом. Раз и два. Все, вопрос закрыт. Ну что ж, давайте пойдемте золотая вторую часть автоколонны, которая здесь у нас имеется. Думаю, сейчас тоже все по-быстрому это сделаем. Сложностей тут никаких не должно быть. Тем более они все встали в ряд, который нам более-менее интересен. Ладно, забираем таким образом, стреляем раз. Потом, получается, стреляем два. То же самое. Хорошо. И, получается, мы забрать не сможем, да? Ага, он там слишком далеко находится. Ну, по крайней мере, давай пока что остановимся. Посмотрим, что дальше произойдет. Ой-ой-ой, зря мы это сделали. Сейчас у нас столько червей тут появится. Это просто чем-то будет. Ясно, мы вас поняли, мы вас услышали. Соответственно, так, если мы станем вот сюда и выстрелим вот сюда, троих мы можем забрать? Ага, хорошо, идеально. Мы встали. Здесь 600, да, получается? И в итоге нам нужно попасть. А, здесь нету, да, центра у нас? Нету, к сожалению. Так, ладно, забираем, получается, одного гаврика. Уходим в эту сторону. Забираем вот это гаврика. Также нам нужно забрать, получается, вот этого. Все идеально. Ну, лазером. Ай, молодец. Так держать. Сейчас, получается, 6 штук. А, все туда, да, не пойдут? Нет, идеально. Классно мы сработались. То, что нужно как раз. Нам как раз это нужно. Мы сейчас пистолетом это красиво сделаем. Оформим, как говорится. И в итоге, получается, у нас появится 3 таких интересных индивида. Давайте мы всех заберем их. Почему бы и нет? И все. И вот таким образом у нас получается очень легко получается пройти первую часть. Так. Все так же берем пистолетик, все так же расправляемся со всеми. Просто легко и просто. Переходим ко второму этапу.
Сейчас второй этап у нас тоже будет. Очень интересно. Здесь, по-моему, уже отработана у нас уже тактика уже полностью есть. Заходим сюда, выстреливаем полностью. И получается мы пропускаем ход. Давайте так сделаем. Что-то я забыл, конечно, как это мы делали. Отлично, просто прекрасно. И мы, получается... здесь мы не уходим, не сможем, да, так далеко уйти. Ладненько. Воспользуемся такими моментами, которые здесь у нас указаны. Ага, раз, два. И здесь тоже мы забираем. Ага, здесь у нас, получается, нужно будет забрать. Давай лучше так сделаем. У нас как раз есть новое теперь гранатомет оружия, которым бы почему бы и не воспользоваться. Ну и получается, давайте будем добивать эту часть. Отлично, прекрасно, супер. То, что нужно, то, что доктор прописал. Так, идем дальше. Нам нужно добить около трупоеда. Так, это если выстрелим, получается так, 4. Давайте так сделаем. Отлично. И получается у нас всего лишь 350 забрало. И все. Так, надо воспользоваться пистолетом. Раз, пистолетом два. И третий тоже мы забираем. Все. Не, и все еще. А теперь точно все. Кстати, надо посмотреть, как это работает, та штуковина. Что на что влияет. Так, забрали, получается, вторую автоколонну. Направляемся уже к третьей автоколонне. Она здесь совсем недалеко у нас находится. Так что сейчас мы до нее тоже с вами доберемся. Где это? В верхней части. Да, она у нас вот здесь. Ладно, направляемся туда за... Стоп, 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 родненький, ты забыл. Так, куда ты там стал-то? Ну, приехали, сейчас будем искать полчаса. Забирай свой товар. И теперь направляемся наверх за следующим автоколонной, которая доехала до определенного местоположения. Вот вижу, она здесь находится. Направляемся туда. Также, кто собирается по южной части проезжать, вот здесь очень радиоактивная зона. Заранее предупреждаю. При этом у вас должен быть прям хорошие быть запасы. То есть берите все, что непосредственно бьет по радиации, а то вы не сможете доехать. Умрете от радиации там же. Очень радиоактивные места. Так, почти подъезжаем к городу Хэйхэ. Думаю, может, нам удастся. Да, давай. Отлично, мы успеваем. Заходим обратно в эту фору и сейчас будем полностью ее лутать. Так, у нас что тут? Надо было этого еще освободить Генку. Может, было еще круче было бы у нас ситуация. Ну здесь все по старинке получается. Вначале стреляем сюда, потом стреляем вот сюда, потом забираем вот сюда. Они, ну, почти забрали. Ладно, пропускаем ход. Так, я так думаю, мы сделаем следующий момент. Сюда подойдем, заберем вот этих двух гавриков, которые здесь у нас находятся. Так, забираем вот этого гаврика, который тоже нам будет сейчас мешать. И теперь, получается, мы немножко отойдем сюда. Сыграет автомат у нас, получается. И в итоге, получается, все сейчас туда они сразу залутают. И мы как раз убьем теперь хряка. И у нас будет поменьше, получается, личинок. В соответствии, которые у нас с вами есть. Нет, берешь вот этот, стреляешь по нему. Yes. И сейчас мы с вами добьем красиво. Как по инструкции, как говорится, мы с вами все сделаем. Так, сделали.
Теперь немножко пробегаемся вперед, продвигаемся и тоже полностью добиваем. Ну что ж, думаю, это было просто идеально. Филигранно, как говорится, сделали мы работу. Скрываем титановыми инструментами. Тут, получается, обратно появляется 3 босса, гаврика, как говорится, и мы сейчас с вами ту же самую схему отработаем. Сделаем так. Ага, у нас остается еще возможность. Пропускаем. Сейчас выстрельнем. Ответка пошла. И еще. Отлично, супер. Так, движение нам нужно уходить в эту сторону, по-моему. Да, вот так мы уходим. Здесь, получается, добивать мы не сможем, да? Мы на них просто очень много потратим. Хотя они не так уж и много бьют, да? У нас всего лишь... Да, не так уж много и бьют. Так что мы на них зацикливаться не будем. Так, думаю... Сейчас, подождите. Здесь 1100-700. Здесь достаточно всего лишь вот этого действия. Я почти забыл. Да, то есть мы это все делаем. Взрыв происходит. Здесь что остается у нас? Здесь остается 1170. У него всего лишь 700, да? Ну, тогда мы сейчас ему очень хорошенько поможем. Почему бы и нет? Он же этого хочет. Ладно, 2 раза ему сделаем. И в итоге его сама игра полностью заберет. Так, можно забрать одного из этого. Забираем сразу же. Да, отлично. И пропускаем. А может не пропускаем. На бугорок станем и сейчас пропустим ход. А как ты мог выжить? Объясни ты меня. У нас же было все рассчитано, что ты умрешь. Как ты мог выжить? Объясни. Так, с тобой все ясно. Давай мы сейчас пистолетиком с тобой поработаем. И здесь, получается, нам нужно сработаться. Сейчас вот так запустим. Взорвется? Да, взорвется. Шикарно. И добьем вот таким образом. Все, его должны полностью забрать. Да ладно, еще выжил он, до сих пор еще живой. Смотрите ты на него, а. Какой же живучий. Так, ты пока мне не интересен, я хочу добить этого. Ты прям какой-то неумирающий. Так, все, вопрос закончили с этими моментами. Так, обратно все забираем, все это делаем и направляемся теперь непосредственно на запад. Что ж, получается, мы добрались до Иркутска. Сейчас мы здесь немножко придем себя в порядок, потому что нам это необходимо. Так, давай попьем максимально до конца. Здесь картина следующая, то что у нас нужно провести ремонт. И, честно признаться, данный квест, ну, очень и очень дорогой. Если мы так с вами посмотрим, на нее просто уходит, ну, большое количество финансов, и он, я считаю, что, ну, не такой уж рентабельная часть лутания тех же самых необходимых ингредиентов для получения дискет. Ну, если у вас очень большое количество солярок или большее количество денег, то, пожалуйста, сделайте. 32 тысячи марок мы почти потратили на всего лишь на южную и восточную поездку, которая у нас с вами есть. Но это очень затратно, я считаю, слишком много, к сожалению, это все уходит. Ладно, сейчас подождите, я куплю себе батарейки, куплю вот эти вещи, по обязательном порядке мы их всегда покупаем. Заезжаем в Красноярск, нам нужно провести кое-какие определенные действия, поднимать и опустить. Все, микроменеджмент у нас обратно запущен. Сейчас здесь посмотрю, мы торговцы все купили, да, кроме жилета. Покупаю жилет и так далее. Направляемся теперь на самую западную почти часть нашей железной дороги до города Челябинска. И отсюда мы уже непосредственно поедем на Владикавказ, если не ошибаюсь. То туда нам нужно непосредственно добраться. Включаем наш супер-мупер бумин. Так, торговец. Здесь мы уже купили, да, батарейки, ясненько. И направляемся уже непосредственно на выполнение очередного задания. Что ж, получается, мы с вами добираемся до города Ой. Возле него находится заросшая автоколонна. Как обычно, сейчас нам нужно будет привести себя немножко в порядок. Две сигареты.
Еще 2 штуки этого. Запиваем колы. Дальше здесь у нас с вами по ситуации запускается процесс. Раз, два, три. Отличненько. Здесь мы потом, получается, фиолетовым инъектором применяем, соответственно. И получается, мы пилюли бессмертия тоже принимаем. И в итоге получается у нас с вами, как говорится, картина маслом. Так, у нас здесь все нормально, все отлично, все подготовлено. Давайте заходить и дальше, получается, проходить данную серию квеста. Так, у нас все готово. Забыл обратно генку вытащить. Надо генку вытащить. Он же должен будет полностью на нас работать. И здесь у нас стоит следующий выбор, да? Либо мы бьем по этой позиции, и в итоге получается всего лишь все равно 3. Ладно, бьем. К сожалению, паразит сталкер получает антидот ко всем процессам. Но это ничего страшного. Мы все равно его достанем. Так, запускаем здесь. Так. И сюда можно тоже еще одну запустить, чтобы тоже не прохлаждались, соответственно. И мы придвигаемся вот сюда на вышку, чтобы можно было далеко сидеть, высоко глядеть и стрелять, как говорится, по целям, которые нам необходимо. Так, движение пошло. Нам нужно ликвидировать 2 паразитов-сталкеров. Ну, по крайней мере, я так считаю. Но перед тем, как них, давайте добьем тот, который у нас более слабый. Добьем заднего. Также здесь у нас с вами... Нет, не получится, да, у нас? Ладно, когда делаем вот такими действиями. Раз, и забираем 2. Все, одного мы ликвидировали. Давайте пропускать ход. Второго тоже мы ликвидировали. И это уже получается на подходе. Мы сейчас вот тоже ликвидируем. Ящер-трупоед движением нашего арбалета. И он полностью ликвидирован. Проходим дальше. Начинаем бороться уже непосредственно с самими боссами. Тут получается картинка у нас банальная. Уже подготовлена, отработанная. Сложности, думаю, никаких не должно произойти. Так, если мы так, это не так. Ладно, пропускаем ход. Все то же самое. Все то же самое повторяется. Ничего не меняется. Картина как была, картина маслом, так и она, большинство у нас и происходит. Так, что нам делать, что нам делать? 1200, 1200, 1200. Можем это уничтожить? Нет, она не уничтожается. А вот это нам, походу, уничтожается. Да, и это тоже уничтожается. Ладно, будем здесь по-обычному, здесь немножко другой подход. Мы, видимо, что-то упустили, которое я не могу понять, что мы именно упустили. Здесь достаточно всего лишь вот этим движением сделать. Да, совсем забыл. Гранатометом нужно было поработать. Взрыв происходит, и в итоге получается следующая картина. У нас с вами происходит. Он начинает лечить, мы начинаем его бить. Он к нам подходит, а мы его от себя отталкиваем. Потому что, ну, не хотим на себя брать урон. Так, мы его забрали. Забрали. Забираем и этого. И здесь мы просто работаем идеально красиво. Взрыв произошел? Произошел. Конец хода. Выстрел. Ага, хорошо. Идеально. Ну, что тебе не мается? Зачем ты меня трогаешь? Так, ладно, через лужу. Ой-ой-ой-ой-ой. А я-то думал. Совсем другой подумал. Ладно, забираем зародыши. И забираем потом, получается, непосредственно нашим винтовкой. Все, вопрос закончен. Так, мы еще одну автоколонну с вами зачистили. Сами видите, какие мы с вами еще получили определенные ингредиенты. Забираем все, что есть, и направляемся уже на север. На севере там уже, получается, непосредственно осталось 2 города залутать. 4 уже мы сделали. И на этом дальше потом направляемся в Москву за получением нашего главного секретного института. Ну что ж, получается, мы проезжаем Варшаву, доезжаем до города Ольштен. И давайте тоже здесь
Подожди, автоколонну мы еще должны. Давайте мы спутника полечим. У нас получается, он за травой пошел. Ясненько. Здесь у нас... Подожди, не то делаю. Используем наш комплект. Подготовка 2 есть, это отлично. Нам не нужно будет двойную работу делать. Здесь мы так используем фиолетовую часть. Так, используем вот эту часть. И в итоге получается еще съедаем вот эту часть. Я думаю, будет достаточно. Давайте заедем. Давайте немножко подеремся. Так, все то же самое, только у нас появляется теперь спутник. У нас с нами, получается, есть теперь спутник. Давайте троих заберем, если получится забрать. Так, одного мы забрали. Двоих мы сможем забрать. Почти забрали. Давай мы заберем вот таким образом. Так, ты у нас идешь в арьергард. Давай вперед. Авангард, точнее. А ты у нас давай кого-нибудь здесь. Метаболизм. А у кого метаболизм хороший? Так, у тебя, получается, нейротоксин есть. А нам как раз он и нужен. Давай сюда. Не так уж далеко ты можешь. Ну ладно, давай этого когда выстреливай. И немножко назад отойди. Чтоб не мешал никому. Не тому, кого нужно было. Ладно, сейчас быстро со всеми разберемся. Это вообще не сложно. Ну ты, родной, ты зачем всю малину мне тут испортил? Все же было нормально. Что ты такой злой сразу же? Так, так. Ты нельзя. Почему нельзя? Ну нет, я хотел двоих забрать. Ладно. Ладно. Так, мы забираем этого. Он лишний здесь у нас. А этого немножко нужно оттолкнуть подальше от себя. Так мы и сделали. Ой, идеально просто. И давай его винтовкой нашей. Прекрасно. Все, вопрос решен. К сожалению, мы сейчас без Генки, да, здесь будем драться. Так было, хотелось бы Генки показать трех интересных персонажей, которые здесь у нас есть. Так, все обычно по статистике, как обычно мы работаем, делаем, работаем и еще раз работаем. Так, получается, пропускаем ход. Происходит взрыв, происходит обратно выстрел. Все идеально. Мы, получается, переходим на следующую позицию. Так, и здесь нам нужно немножко поработать. Запускаем здесь процесс. Процесс сработался. И получается, здесь у нас 1117, да, у нас картина? Не очень такая хорошая. Ладно, бьем сюда. И получается, один выстрел точно сюда нужно будет, чтобы он его не смог до конца захилить. И сейчас он должен уйти. Да, что и требовалось доказать, все идеально, просто элементарно, как говорится. Эти сейчас мы двух гавриков, мутантов зародыша, полностью возьмем на себя. Так. Уходим в эту сторону, забираем мы тебя. И получается, здесь мы сейчас будем работать. Раз выстрел. И давай еще такой выстрел сделаем. 4600 мы уже забрали. Вот это идеально. Это просто супер. Так, здесь что-то будет у него еще? Да, урон будет у него, получается, 1100. Но он уже, походу, не жилец. Он уже 100% не жилец. Давай мы за это ликвидируем. И вот этого тоже мы ликвидируем. Ну, давай тоже мы его тоже Ну, как ты мог появиться? Мы же идеально все продумали. Все до мелочей. Надо вот винтовкой было его добить. Ладно, мы все сделали. Забираем. Так, так, все есть у нас. Теперь направляемся в следующей позиции. Перед тем, как направиться, нам нужно запустить зиму, чтобы мы спокойно могли переезжать эти реки, которые нам будут мешать тут. Реки. Моря будем переезжать. Ну что ж, подъезжаем мы теперь к следующему городу.
Раваньеми называется следующий город, который находится заросшая автоколонна. Вот здесь она как раз у нас с вами находится. И в итоге, получается, нам нужно, еще раз нужно подготовиться. Так, так, ага, все нормальненько. Здесь мы сейчас с вами быстро проработаем. Так, раз, два, три. Подготовка все так же идет. Двойная, нам прям везет на нее. Также. Где у нас синий? Да, у нас синий есть. Используем. Все прекрасно, все отлично. И даже можно съесть. Почему бы утку по-пекински бы и не съесть? В нашем случае. Так, здесь мы тоже принимаем. И вот так получается очень хорошо. Так, мы лечим нашего питомца, спутника. А то без него будет очень скучно. Давайте мы его покормим. И сразу же, получается, запускаем в бой. Так, все нормально, все отлично. Давайте начать. Смотрим, что тут по ситуации. Пока здесь намечается что-то. Сразу двоих мы ликвидировали. Сюда выстреливаем. Ага, одного не получилось ликвидировать, но мы его немножко попросим, чтобы по ускоренному процессу он отсюда немножко покинул. Так, идем дальше. Так, здесь пропускаем ход. Ты родной. Только так, да, можешь близко? Давай так сделаем. Я не знаю, конечно, что их будет собираться лечить, но вряд ли кто-то будет их лечить. Ну, ты поработаешь. Отлично, просто супер. Все идет по плану. Так, и в линию устраивайтесь, в линию. Ой, молодец, ты родненький. Так, мы сделали так. А если мы сделаем вот сюда, вот так, и сделаем вот так. Так, троих мы забрали. Джекпот мы просто выиграли. Просто сделали джекпот. И вот таким образом мы с вами красиво со всеми разобрались. Проходим следующим. Здесь, получается, обратно используем титановые запчасти. И здесь мы уже с вами будем непосредственно с этими тремя гавриками тут бороться. Так, запускаем так. Процесс пошел. И, получается, здесь мы с вами должны пропустить ход. Следующий ход... а, Так, так. Сейчас, подожди. Вот сейчас... Ой, мимо. А если мы сейчас так сделаем? Ага. А вот он сейчас будет его лечить. Ага. И тут потом получится Санта-Барбара у нас. Давай сюда уходи. Нет, ну я так не играю. Нет, все сбилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь он сейчас будет слишком долго, мы будем его добивать. Роденький, что ты натворил? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, сейчас здесь что у нас? Ты у нас жилец, ты у нас не жилец. М, А если мы так сделаем? Да, вот так сделаем. Получится? Да ладно, ты издеваешься. Один неправильный ход сделали, и все, на этом... Угу, прекрасненько. И давай, когда здесь работать. Ну, на мелких пока поработаем. Так, здесь что у нас имеется? Здесь ты у нас, получается, можешь... Нет, не сможешь. Ладно, уходишь сюда. А то ты всем мешаешь. А то не мешай нам. На них же не действует, получается, на этих, кроме огня, на них ничего не действует. Ладно, одного мы забрали. И на то спасибо. Хорошо, хорошо забираем, хорошо идем. Так, здесь всего лишь нужно поработать немножкими действиями арбалетом. Так мы делали. Давай мы тебя подальше отсюда уберем, а то слишком далеко и близко ты находишься. Ладно. Ты здесь можешь его атаковать? Да, ты можешь его атаковать. Давай уходи сюда. Немножко здесь затянется у нас процесс. Так, здесь у нас что? Все, мы забрали его. Здесь мы что? Заберем? Да, тоже забрали мы его. И получается проход. Давай сюда.
Ага. Кусай его. Уходи сюда. Да ладно, его даже не остановило? Ты что, издеваешься? Это какое-то несерьезное действие у нас произошло. Так, здесь что будем делать? Будем арбалетом добивать его полностью. Нам нужно его как можно скорее арбалетом добить. Сюда, видимо, он решил целенаправленно за тобой поохотиться, а мы с тобой сейчас отсюда спокойно уйдем. Ага. Ну нет, нет, нет. Ну зачем ты? Зачем ты моего спутника убил? Он же тебя не трогал. Так, здесь как можно поработать? Здесь нет, не можно, невозможно. Когда мы уходим немножко вперед, сюда уходим и начинаем добивать. И еще раз добьем. И все. Теперь спокойно с этими тремя мутантами-зародышами сейчас мы с вами и разберемся. Точнее, уже двумя. Просто мы изначально вступили, нашего питомца туда вперед ударили, я не ожидал, что он за ним побежит. И в итоге получилась такая картина. А так, если на огонь бы сразу он попал бы, конечно, быстрее мы бы эту катку, как говорится, закончили. Ладно, как говорится, поэкспериментировали. Получается, я сопоставил шифровки во всех документах, найденных в других фурах. Код указывает на исследовательский центр под Москвой. Также я расшифровал последовательность цифра 3083. Она может пригодиться, когда я доберусь до этого центра. Оказывается, здесь уже был указан код, а я мучился, я сидел больше часа, разгадывал этот пароль. 3083. Ясненько, здесь оно, видимо, уже было и указано. Просто из-за того, что слишком быстро я понажимал, произошла такая у нас с вами казусная ситуация. Ладно, направляемся в Москву. Сейчас с вами посмотрим на этот секретный институт, который у нас находится. Ну, вкратце, что можно рассказать? Получается, во время бомбежек, во время периода распространения вируса ДР, получается, для того, чтобы спасти лабораторные исследования, которые проводились непосредственно в этих так, а, институтах, было принято в разных 6 направлениях направить те или иные автоколонны для того, чтобы спасти те разработки, которые были сделаны. Но, к сожалению, получилось то, что получилось. Как обычно, эти 6 автоколонн, видимо, были либо уничтожены, либо что-то с ним произошло, но мы наблюдаем то, что, видимо... это Аланец, я думаю, что-то новое, знакомое. То, что вышло. И в итоге, получается, мы с вами сейчас пролутали эти 6 автоколонны. И сейчас в данный момент мы с вами направляемся непосредственно в Москву. Так, что у нас с едой? Так, мы еще можем. Спокойно, спокойно. Едем. Ну, вот честно скажу, данный квест, ну, он очень и очень дорогой. То есть на него тратится, ну, очень большое количество денег. Поэтому мне непонятно, ради чего разработчики сделали данный квест. Чем именно они считали ее выполнение. Ее может выполнить, ну, по крайней мере, те ребята, которые находятся почти на максимальных уровнях. Ну, у кого экономика более-менее стабильная, у тех, у которых возможности более-менее позволяют в игре. Навряд ли, навряд ли с велосипедом будем полкарты мира, планеты объезжать и выполнять те или иные действия. Так, Москва, Тула, вон вижу, вот с правой стороны. Мы как раз к ней большинство приезжаем. Здорово, выживший 6108. Здесь проезжает какой-то сквец. И в итоге, получается, здесь у нас никакой драки не будет. Мы заезжаем в разрушенный институт и просто начинаем с вами читать. Так, подожди, мне нужно подготовиться. Так, мне нужна энергия. Здесь раз, два. И сразу же выпьем. Так, все, я готов. Обратно заезжаем. Судя по данным шифровок, это тот самый исследовательский центр, из которого к границам отправлялись автоколонны. Здание выглядит заброшенным и разграбленным, но должна же где-то здесь быть разгадка — обыскать здание. Только одно помещение оказалось нетронутым. Бронированная дверь, вся в засечках, в следах ударов, но все еще заперта.
Похоже, единственный способ открыть ее — набрать нужную комбинацию на замке с поворотной ручкой. В путевых листах мне встречались последовательность цифр, следуя попробовать ее. Так, получается, мы используем 3. Раздался одиночный щелчок. Кажется, пока все идет правильно. Нужно ввести следующую цифру. Включаем, получается, 0. То же самое. Потом включается, получается, 8. И потом тройку. Из стены рядом с дверью выдвинулся контейнер. На задней стенке контейнера написано «Введите биомассу». Обязательно нужно быть при себе 200 штук биомассы. Я влил биомассу до края контейнера и, задвинув его в стену, через несколько секунд ручка на двери повернулась, а сама дверь слегка приоткрылась. Войти в помещение. Небольшое помещение залито зеленоватым светом, похоже на склад или зал музея. Здесь представлены всевозможные образцы проекта Эмба и смежных исследований. У дальней стены стоит бюро с папками и документами. Изучить документы. Отчеты исследований, опись экспозиции. Тут и там мелькают фамилии Герина и Курганова. Это наверняка пригодится прогрессу. А вот и приказы по отправке конвоев с образцами, что я как раз вам и сказал. Все ясно. После начала катастрофы ученые хотели спасти свои разработки. Они уже не надеялись, что здесь уцелеет хоть что-то. Сотрудники центра пытались отправить результаты исследования хотя бы куда-нибудь прочь в пустоту, с надеждой, что в будущем кто-то сможет этим воспользоваться. Печально осознавать, что всеобщая катастрофа и провал проекта Эмба поставили крест на их миссии. Впрочем, потеряно еще не все. Появилась организация «Прогресс», и я прослежу, чтобы усилия советских ученых не пропали в никуда. Уйти, как говорится, здесь. Ну вот, все, что мы с вами заполучили, то, что мы с вами увидели. Я не знаю, как это можно назвать, или секретным квестом, или это обычным квестом, но на проекте Эмбы этот квест все-таки у нас с вами полностью присутствует. Поэтому хочется сказать, что помимо лутания научных городов, помимо лутания нашего заросший, по-моему, есть поселок возле города Уфы, есть еще вот такое интересное задание, которое тоже можно полностью пройти. Если вы еще не проходили, у вас еще есть с вами в запасе почти 2 дня, пожалуйста, можете приступить и для себя как непосредственно закрыть последний гельштальт, который нужно необходимо прохождение. А я хотел бы сейчас еще напоследок зайти в город Уфу, и там у нас, по-моему, внизу находится поселение, и мы тоже там сейчас с вами полутаемся. Как-никак, у нас тоже же относится к Эмби. Да, в нижнюю часть мы должны ехать, я узнаю карту. Почти здесь много чего было у нас. Так, давайте обратно. Не люблю это токсичный дождь. Прям в глаза бьет зеленый цвет. Да, а обратно уже привык к чисто белому цвету. Мне такое ощущение, что я уже лет 10 здесь только зимой занимаюсь. Кстати, моему герою в этом году получается уже больше 13 лет, и он выживает в этой пустоши. Так, мы заезжаем в заброшенное поселение. Это тоже относится к проекту Эмба у нас, если не ошибаюсь. Сейчас мы немножко подеремся с боссом, который там должен нам определенные подковы. Так, как обычно, мы используем нашу комплект. Раз, два, три. Подготовка вышла. Прекрасно. Инъектор, получается, синий применить. Также мы пилюли бессмертия можем применить. Ну, на всякий случай я еще бриокарм воспользуюсь. Ну что ж, все готово, все прекрасно. Давайте... питомец. Питомец у меня же убит. Так, лечить, кормить и сразу в бой. Побежали. Так. Ну, если вы не знали, здесь данная серия вышла, если не ошибаюсь, у меня на канале. Здесь, получается, постройка заброшенного поселения, едва видны за облаками желтой пыльцы и наростами мицелия. Но долго вглядываться не пришлось, послышался топот биомутантов, они приближаются. Нет, хаотически бегут в мою сторону, будто спасаясь от чего-то либо. А в итоге они спасаются от растения. В данном случае сейчас мы будем с ними драться, а потом будем драться с растением. Так, здесь что у нас? Ой-ой-ой, как вы все красиво встали. Видимо, меня все вы долго ждали. О, мы прям стихотворением начали разговаривать. Так, добиваем сразу же. Этот гранатомет просто мне очень сильно залетел. Мне очень сильно он нравится. Мне нравится,
как он работает. Давай здесь хотя бы последний патрон на него потратим. Запускаем эффект 25% отклонения. Здесь мы, может быть, давай сюда встанем. Давай мы его укусим. Немножко продвинемся. Сейчас он выстрелит, у тебя жизнь должна пополниться. Я думаю, ты сейчас вот так выстрелишь. Самое главное, наш питомец жив. Ну, куда ты ушел? Надо было подождать. Ладно, занимаем позицию. Забираем сразу этого гаврика. Забираем вот этого гаврика. И переходим к уже основному боссу, который у нас с вами будет. Ну что ж, идеально, идеально. Все было просто красиво. Э, Да, извините. По инерции нажал на кнопку. Хотел зачитать, но, как говорится, движения пошли вперед. Так, бесформенный. Ты готов к смерти, как говорится? Я не знаю, конечно, как здесь можно сейчас красиво, потому что я давно уже здесь с ним не дрался. Но. Так, если мы вот таким образом встанем. Так, если мы так выстрелим. Нет, не получится, да? Если так, тоже не получится. Это так, это тоже не получится. А если мы где-то встанем. А ты ходить мало ходишь, да, получается? Но это не очень хорошо, могу тебе сказать, родненький. Ай-яй-яй-яй, не туда и не сюда. Ты встал, конечно. Мгм. Ладно, давайте смотреть по ситуации, как мы будем с вами действовать. Так, получается, давайте посередине немножко мы с вами освободим позицию. Так, мы сделали. Пистолетом уходим вот сюда. Забираем вот этого гаврика. Также забираем нас непосредственно Мишку, который здесь. У нас Мишка Гамби развелся здесь. И в итоге, получается, мы можем... мы не можем. Почему мы не можем? Ладно, выбьем его когда с этой позиции. А здесь, получается, пока мы... пистолет... Нет, пистолета у него нет. Ладно, сюда запускай. Хорошо, пропускаем ход. Ага, они его усиляют. Кстати, я забыл совсем. Точно, они его сейчас будут усилять с этими зеленками. Надо было эти зеленки было сразу же забрать. Было бы просто здорово. Так, одну зеленку мы забрали. Да, забрали. Сейчас мы тоже этого liquidation сделаем. Так, подождите. Сейчас все вспомнил. Я вспомнил. Сейчас мы все вспомнили. Картинка почти все пришло в голову. Сейчас ты его забирай. Так, забрали. Уходи обратно назад. Так, нижняя часть мы полностью поработали. Сейчас начнем в верхней части тоже убирать, чтобы ему не увеличивали силу. Ну да, это было ожидаемо. Это было у нас ожидаемо. Ой, красавчик, молодец. Максимально задание выполнил, которое нужно. Так, еще одно задание сейчас мы быстро сделаем. И в итоге получается, мне кажется, все правильно. Мы движемся вот сюда. И нам нужно выстрелить. Не получится, да, выстрелить. Ну, когда мы сделаем вот так. Да, вот так сделаем. Все мы сделали. И получается, давайте добивать. Добивать. Здесь тоже можно вот так огонь сделать. Она больше огнем заберет, чем просто так. Кстати, мы можем умереть, кстати, да, мы можем здесь умереть. А, Да, а если они нас по кругу начнут бить, то все, нам придет по полный пипец. Так, что нужно делать? Нам нужно. Подожди, 45. 555. Забираем этих двух гавриков. Да, мы забрали. Прекрасно. Теперь, я думаю, нужно перейти в эту сторону, чтобы они меня не били. И я полностью сейчас должен добить вот этого бесформенного босса, который есть. Тем более я наложил на него дебафы. Ну, как ты меня достали? И в итоге получается, давай мы в эту сторону немножко отойдем. Да. Или нет. Или да. Я даже не знаю. Может быть да, может быть нет. Давай выстрелим.
Таким образом сделаем. И немножко давай мы его в ускоренном процессе, нужно его ликвидировать. Так, отлично. И почему ты не выстрелил у него лазером? Я понятия не имею. Ты, видимо, за него, да? Так, давай сюда. Вот так сделаем. Отлично. Прекрасно. Так, что там у нас? Два хода, 805. Но он должен уже откинуться в следующем ходе у нас получается. А мы не будем рисковать. А мы не будем рисковать. Так, мы достанем? Нет, мы не достанем. Давай, когда мы куда-то сюда спрячемся. Сейчас его огонь съедит, а мы потом из этих далека сейчас полностью добьем. Все, все, отлично. Мы чуть не умрем, да, здесь получается? Немножко осталось, и нас бы полностью добили. Ладненько, теперь давайте всех по одному, этих сирот будем полностью добивать. Я, как говорится, хотел их спасти, но они сами, видимо, не хотят. Не хотят. Так, давай. Ничего страшного. Вторым ходом тоже добьем. Пропускаем ход. И все. И сейчас, получается, шупальца сверху мы тоже с вами и добьем. Так, заходим сюда, выстреливаем вот так красиво. И вот этим, получается, забираем. Да, было рискованно. Но, видимо, как-то не так получилось. Мне кажется, впервые лучше было. Все заросшие поселения зловеще затихло после гибели этой циклопической твари. Не знаю, откуда она взялась, но не удивлюсь, если вскоре это проклятое место снова породит нечто подобное. Но она обязательно породит, так что это не новость. Кстати, если вы хотите заполучить биоэнергетик, если вы будете качаться, а вам нужно будет непосредственно прокачать коллекцию энергетиков, здесь у вас будет находиться, вам нужно биоэнергетик. Даже если проект МБ у вас не будет, то вы спокойно можете пройти, и вы получите свои биоэнергетики в соотношении, которое здесь у нас имеется. Тоже имейте на заметку. А почему он такой желтый? Новый год. Я когда одеваю, у меня почему-то он так не светится. Подскажите, пожалуйста, а почему он желтый? Или какой-то он особенный, Дед Мороз? Ну что ж, вот такая, получается, у нас появилась сегодня очередная серия по игре DR. Думаю, она вам понравилась. Думаю, было что интересного. Если что-то упустил, пишите, пожалуйста, в комментариях. Как обычно, все комментарии я читаю. Пытаюсь максимально на всех их ответить. Ну и думаю, на этом серия у нас все подошла к концу. Если серия понравилась, не забываем подписываться, не забываем нажимать на лайки для продвижения видеоролика. Также пишем в комментариях. И самое главное, не забываем нажимать на колокольчик для того, чтобы вам приходило сообщение о выходе новых серий по этой игре или, может быть, по игре Сталкрафту. Но в ближайшее время у нас выйдет серия по Сабнатике 2 тоже. Сегодня прошло, если не ошибаюсь, обновление. Кое-какие-то вещи, видимо, добавили. По крайней мере, там что-то загружалось. Вот все, что хотел вам сказать. Всем желаю удачи, успехов. Пока.